При полном отсутствии волосков на бровях мастеру совершенно нечего отталкиваться. Клиенту потом приходится ходить несколько лет с удивленными бровями. Как выполнить процедуру перманентного макияжа при аллопеции качественно? Попросите фотографию, изучите рельеф надбровных дуг. Это поможет вам сделать максимально естественные брови. При заживлении слишком густо нарисованные волоски сплываются в отдельное пятно. Всем привет! Меня зовут Анна Куцеволова, я топ-мастер сети студий перманентного макияжа Rebrow Me и владелец школы и студии в Санкт-Петербурге. Сегодня в видео я расскажу вам, как выполнить качественно процедуру татуажа бровей при аллопеции. Аллопеция – это патологическое выпадение волос, которое приводит к полному их исчезновению в определенных частях головы и тела. Они могут никогда не восстановиться, могут отрасти снова. Я видела много случаев в своей практике, когда мастера перманентного макияжа портили людям лица некачественно выполненной процедурой татуажа бровей. Для мастера перманентного макияжа работа с аллопецией является очень сложным и ответственным делом, и неспроста, так как при полном отсутствии волосков на бровях мастеру совершенно нечего отталкиваться. Многие мастера рисуют форму выше или ниже, чем надо, и когда форма нарисована выше, клиенту потом приходится ходить несколько лет с удивленными бровями. Сегодня я дам вам несколько советов, как выполнить процедуру перманентного макияжа при аллопеции качественно. Существует 3 основных вида укладки волосков. Смешанная укладка, когда волоски сходятся в середину брови. Второй вариант укладки волосков – это европейская, когда волоски все лежат наверх. И третий вид укладки – азиатская, когда волоски с самого начала, с головки, лежат вниз. Для того, чтобы выбрать вариант укладки для клиента с аллопецией, необходимо выяснить его потребности. Определите, как раньше росли волоски у клиента, попросите фотографию, изучите рельеф надбровных дуг. Это поможет вам сделать максимально естественные брови. После этого вы должны выяснить, насколько яркие брови хочет клиент. Если клиент хочет яркие брови, тогда рекомендую вам использовать сначала технику теневой растушевки и через месяц после полного заживления рисовать волоски. Если аллопеция не полная, а частичная, то вам необходимо продолжать рисунок того пучка волосков, которые остались, чтобы он не выглядел отдельным. То есть рисунок укладки волосков вы должны повторять, исключительно отталкиваясь от этого пучка, чтобы он не выглядел в дальнейшем отдельно нарисованным. Это очень важно. Для того, чтобы волоски выглядели настоящими, не рисуйте их слишком густо. При заживлении слишком густо нарисованные волоски сплываются в отдельное пятно, и это смотрится как не очень качественно выполненная теневая растушевка. При выборе укладки для клиента с аллопецией я рекомендую вам все-таки остановиться на смешанной укладке. Она выглядит более натурально, и когда нет своих волосков, будет смотреться максимально естественно, если сравнивать с европейской и азиатской укладкой. Если вы проводите процедуру перманентного макияжа мужчине, не бойтесь рисовать брови неопрятными и неухоженными. Мужские брови кардинально отличаются от женских. Они не аккуратно уложены, они не имеют четкой какой-то формы. Поэтому рекомендую вам для начала потренироваться на латексе, посрисовывать укладки с фотографий мужских бровей и только после этого уже приступать к процедуре. Если до этого вы не выполнили как минимум несколько сотен процедур татуажа в волосковой технике, то не нужно браться и делать татуаж при аллопеции. Сначала наберитесь опыта в волосковой технике с обычными клиентами. При отсутствии волос на бровях у вас нет права на ошибку, и даже самый маленький недочет будет заметен. Если вы уже опытный мастер и хотите повысить уровень своих работ, приезжайте к нам на обучение. Мы поможем вам обучиться сложным техникам и исправим все существующие у вас ошибки. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока!